Я всех приветствую, друзья. Итак, это видео о сборке компьютера для подписчицы, а если бы точнее зрительница, то есть девочка обратилась ко мне собрать ей компьютер до 100 тысяч рублей, что примерно $1500. И это должен был быть не просто компьютер, знаете ли, а что-то аккуратное, маленькое, чтобы можно было поставить на рабочий стол, и за это было как бы не стыдно. Одним словом, для меня лично собирать для женской части зрителей это всегда непросто, а таких зрительниц у меня на канале 5%, а значит нужно что? Правильно, беречь эти 5% и не забывать, что компьютеры и все эти железки это не только интересно мужикам, поэтому я и взялся за это дело. Точнее, я не то чтобы вот прям взялся, а вообще как бы я не собирал именно этот компьютер. У меня, если честно, и так полно всяких дел, да, там времени не хватает на все эти сборки, нужно там прилично уделять этому, еще раз повторюсь, немало времени. Все это нужно не только собрать, но и протестировать, а собирать компьютер, еще раз на секундочку, в мини-формате, это еще сложнее. Короче, я просто решил, чтобы занимались сборкой мои друзья из компьютерного ателье PC Boost. Я объяснил им по телефону, что хочет подписчица и что она будет делать на нем, то есть на этом компьютере. В общем, я проконсультировался, подписчица перевела денежку ребятам из PC Boost и началась сборка компьютера. Скажу сразу наперед для тех, кто любит максимально вложиться, знаете, в каждый FPS, как бы, в ущерб внешнему виду и качеству железа, то это сборка для девочки, что занимается дизайном, 3D-моделированием, это, короче, художница. И, как вы понимаете, просто дешевый черный ящик под столом, это явно не вызывает восторга у творческих людей. И даже у меня далеко не у художника это тоже не вызывает никакого интереса. Поэтому, если вам наплевать на такие вещи, как внешний вид компьютера или там подсветка и прочие визуальные аспекты, то вам сразу не понравится это видео. Это нестандартный ПК, и поэтому именно поэтому я и взялся за это дело. Скажем так, мы обязательно все обсудим, это будет большое видео, поэтому усаживайтесь поудобнее, но сперва немножко полезной информации для зрителей. Друзья, за все время существования канала я рассказывал вам о разной технике, как о премиальных гаджетах, так и о вещицах для простого народа. Ну а сегодня я хочу рассказать вам, как можно покупать технику по самым низким ценам в России. Всего два слова: SDEC Recommerce. Что за Recommerce, вы спросите? Это проект компании SDEC, позволяющий любому желающему заказать восстановленную технику из США и Европы по доступным ценам. SDEC Recommerce сотрудничает только с проверенными продавцами с многолетним опытом торговли и надежной репутацией, благодаря чему все товары проходят тщательную проверку экспертами, ремонтируются, реставрируются и сбрасываются до заводских настроек. Заводская техника гораздо дешевле, чем БУ товары, так что это по карману куда большему числу людей. Ваша покупка будет доставлена напрямую из США или Европы, легально пройдя через таможню, а на выбор есть сразу три категории качества. Это новые товары, отличное состояние и хорошее состояние, так что можно легко подобрать варианты под свой бюджет и желание. Все три категории полностью пригодны для использования, и различия по большей части лишь во внешнем виде. Если хотите купить новый смартфон, ноутбук или любую технику по доступным ценам, то SDEC Recommerce к вашим услугам. Ссылка в описании. Но мы вернемся к теме нашего видео. Итак, начнем, пожалуй, с доставки и вообще сколько времени у меня ушло на то, что ПК уже в собранном виде приехал ко мне домой. Значит, смотрите, общался я с PC Boost 9, возможно 10 марта, я уже не помню, а приехал ПК ко мне домой 18 марта, то есть собирался он там, тестировался и доставлялся ПК примерно 8-9 дней. И то это с учетом, что ребята тоже там подснимали некоторый материал для себя, для своего паблика ВК, в общем, собирали компьютер, это тоже отняло у них как бы немножко времени. Приехал компьютер, внимание, в деревянном ящике, точнее сам компьютер обернут в 1000 слоев там пупырки всякой, и сверху SDEC решил заколотить все это деревом, причем натуральным деревом, и судя по всему это сосна. Мне очень жалко, что используют не обычные доски дешевые от ящиков, ну или какие-нибудь там, не знаю, пластиковые конструкции. Вообще, конечно, мы живем с вами в странное время, если честно. Вокруг у нас почти вся мебель из прессованной стружки на клею, ну всякие там ДСП, ДВП, фанеры и так далее, но вот посылки почему-то обивает натуральной сосной, и потом как бы все это выкидывается. Короче, это больная тема лично для меня, поэтому давайте все-таки опустим этот момент. Итак, после извлечения из ящика посылки я начал вскрывать ее, и как видим, запаковали здесь довольно капитально, и это при том, что за этим слоем находится тоже еще одна коробка, и в коробке уже сам компьютер. Я не знаю, если честно,
что может разбить такую матерую защиту, то есть броню, разве что возможно бросить под пресс эту коробку или там, например, не знаю, с 20 этажа. В общем, в плане запаковки посылки вообще все стабильно, как и в прошлый раз. PC Boost не экономит на этом, и это абсолютно правильно, потому что я лично помню, отправлял свои посылки, то есть компьютеры своим подписчикам, и там были случаи, что просто ломали компьютеры, то есть ломали сами корпуса, поэтому здесь как бы большая подстраховка. Но окей, ладно, едем далее. Что ж, внутри у нас по традиции имеется полный комплект всех коробочек и даже от оперативной памяти все оставили как есть и так далее. На случай, если вы, скажем, вот, захотите, например, прокачать свой ПК или там заменить что-то внутри, то сможете хотя бы продать хотя бы железки с коробкой по нормальной цене. На само изделие именно, то есть на готовую сборку у нас дается гарантия PC Boost на 2 года. Это нормально, хорошо, что не на 1, как у некоторых сборщиков. Не будем как бы указывать пальцем, но короче мы отошли от темы нашего видео, но это был важный момент. А сейчас давайте смотреть, что у нас там внутри в этом компьютере, как вообще собран сам ПК. Возможно, есть какие-то недочеты. Посчитаем потом все железо внутри и сравним с ценами, например, как все том же DNS. Итак, начнем с корпуса. Это, наверное, самое интересное в этой сборке. Я впервые вижу именно продукцию компании Inwin, и это модель Inwin A1+. Цена на этот корпус, сразу скажу вам, невысокая. Здесь он стоит 17 500 рублей, но не спешите сразу плеваться. Во-первых, все буквально, все абсолютно корпусы в мини-формате стоят больше, заметно больше, чем собирать в обычных корпусах, те, что стоят, например, под столом. Далее у нас имеется поистине адекватная подсветка, и еще раз внимание, сверху на стеклянной крышке можно заряжать смартфон через беспроводную зарядку. И третье, самое важное, внимание, внутри в комплекте уже идет блок питания вместе с корпусом. И это, как бы, знаете, не какой-то там печальный FSP древний на 400 Вт за 200 рублей. Нет, тут в комплекте идет фирменный питальник на 650 Вт, на секундочку, с золотым сертификатом. А значит, по отдельности такой блок питания, я думаю, стоит, в среднем 6, возможно, 7 тысяч. И вам тоже по-любому пришлось бы покупать примерно такой же блок питания за 6-7 тысяч. Выходит, что корпус в чистом виде стоит, не больше десятки. Стоит ли такой мини-корпус с подзарядкой и золотым питальником внутри этих 17 тысяч, вы меня спросите? Да, действительно стоит. Абсолютно адекватная цена. И тем более он идеально впишется, именно подпишется на рабочий стол, на котором и так мало места, с кучей там мониторов, и все вокруг белое, розовое. Так что это идеальный женский корпус, скажем так, для мини-сборочек. Есть также эта модель корпуса в черном и розовом цвете, но подписчица попросила именно в белом, а значит именно в белом, как бы кто платит, тот и заказывает музыку. Но окей, ладно, давайте едем далее. Итак, у нас внутри все старательно уложено, нет лишних проводочков, все спрятано, и на тыльной части тоже все аккуратно. Есть какой-то нормальный кабель менеджмент, а поверьте мне, собирать в мини-корпусе это тот еще гемор для сборщика. Все очень маленькое, куча всяких мелких проводочков, все это нужно куда-то спрятать, поэтому в плане сборки видно, что сборщик из PC Boost провел работу над внешним видом внутри, а в самом внутри у нас, значит, следующие железки. Итак, поехали. За окном у нас 26 марта, все цены, кроме материнской платы из DNS, и первым у нас будет процессор i5-12400F, стоит он 14 400 рублей. Далее сюда же добавляем материнскую плату за 11 600, еще сюда идет охлаждение на процессор, то есть водянка, за 5000 рублей, плюс сюда же подкидываем 16 оперативы за 5100. Едем далее, значит, теперь у нас видеокарта RTX 3050 за 27 тысяч, потом у нас еще идет SSD-шный накопитель на 1 терабайт за 7000, плюс корпус со встроенным блоком питания на 650 Вт за 17 500. И вот в сумме у нас получается все железо внутри на 87, там 88 тысяч против 98 тысяч под чеком PC Boost. Выходит, что переплата, порядка 10 тысяч. И в эти 10 тысяч, я так понимаю, входит как раз работа мастера, что собирал, то есть старался собрать мини-ПК в мини-формате. Сюда же входит проверка и тестирование комплектующих в течение суток через всякий софт, чтобы не было проблем с железом. И также сюда входит установка лицензионной винды и, конечно же, 24 месяца гарантии на сам компьютер. И в целом это явно не похоже, если честно, на обдиралово с учетом полноценной сборки, отправки и настройки компьютера. Поэтому я и обратил
обратился именно к этим ребятам, зная, что наценка будет просто минимальная. Хотя я общаюсь, если честно, как бы еще с другими ателье по сборкам компьютеров, но там переплата будет явно побольше. Так раза в 2, возможно в 3 или даже в 4. Так что для подписчицы я нашел, наверное, лучшее предложение, но и сам как бы при этом сэкономил свое время. Потому что мне лично проще переплатить 10%, отдать там, скажем, в ателье, чтобы они собрали все это, то есть чем возиться с этой волокитой, с документами, железо, сборки, настройки, отправки посылок. Это, честно, довольно сложно, и на это нужно очень мало времени. А так я спокойно написал парням из PC Boost, там, например, в ВК или в WhatsApp, обсудили с ними все пожелания подписчицы, сделали заказ, и на этом все. К вам приедет готовый компьютер. Это первый случай, когда мне не стыдно посоветовать людей, кто собирает компьютеры, и при том, что мне как бы не платили вообще за это видео абсолютно ни копейки. Я делаю рекламу парням в этом видео абсолютно бесплатно, потому что рекламы у меня, вы и так знаете, хватает. И в этом видео тоже была рекламная вставка. Просто я наконец-то нашел для себя людей, кто могут решать вопросы с моими подписчиками насчет сборок. Мне пишут люди, вы знаете, в личку довольно часто, я вижу, я все это читаю, но заниматься сборками тупо нет времени. Вот так вот и в случае с подписчицей я просто перевел ее на парней из PC Boost. И девчонка в результате осталась довольна, все ее устраивает, все, что она хотела, она получила. Белый симпатичный мини-компьютер с розовой подсветкой, довольно мощный, что можно поставить на рабочий стол. Я успел при этом еще немножко запустить парочку игр перед тем, как передал компьютер зрительнице. Так, чисто для подписчиков, ради интереса запустил там Cyberpunk и также Atomic Heart. И в целом, да, у нас, значит, вполне ожидаемый результат. В 2К у нас, значит, на ультра 60-70 кадров, это именно в Atomic Heart, и в Cyberpunk тоже на высоких, там 60 с лучами и DLSS. Результат, как по мне, вполне достойный. Температура на процессоре, кстати, невысокая, примерно там 55-60, и это далеко еще, знаете, не критичная 90. Да, видяха тоже работает на свои, то есть заявленные 70 с копейками. И при том, что у нас закрытый корпус в мини-формате, там очень мало места, и температура просто, я думаю, смешная. В общем, я рад, что помог все-таки зрительнице решить вопрос с ее компьютером. Я надеюсь, честно, что однажды у меня тоже будет своя компания по сборкам компьютеров, а может и не будет, и я точно как бы не знаю, что будет даже завтра. Но если она и будет, то примерно хотя бы на таком же уровне, чтобы элементарно было не стыдно потом перед подписчиками собирать их компьютеры. Как бы я думаю, все должно быть честно и прозрачно. На этом у меня, друзья, все. Я буду заканчивать. Если кому интересно все это железо в этой сборке, смотрите в описании под этим видео. Также я оставлю там контакты парней из PC Boost. Обращайтесь, не стесняйтесь, это все проверено. Можете даже сказать, что вы от Шелеста, чтобы понимать, что вы серьезные, авторитетные ребята, а не просто лишь бы что какие-нибудь залетные. У меня хорошие подписчики, они адекватные, поэтому проблем, я думаю, не будет. Ладно, на этом у меня все, друзья. Всем еще раз я желаю не болеть и увидимся уже очень скоро. Всем удачи. Пока-пока.